Всем привет, с вами Артем, я опять на связи. Очень много трудностей и нюансов нужно было преодолеть, чтобы выпустить данный видеоролик, но если вы это видите, значит все удачно совпало. Сегодня мы сравним производительность видеокарты RX 5700 XT и RX 580 на 8 гигабайт. Понятно, что 580 хорошо сольет, но цель посмотреть насколько и стоит ли вообще переходить с RX 580 на 5700 XT. Переход подразумевает ряд достаточно серьезных условий, которые обсудим в конце ролика. Сейчас я наблюдаю небольшой шум вокруг 5700 XT по причине того, что на момент ее выхода геймерам она особо не попала, и насладиться топом того времени от AMD у игрового сообщества не было возможным. Спустя 3 года картина немного изменилась, и на БУ появилось большое разнообразие видеокарт данного чипа по очень вменяемой цене и хорошей производительности. К сожалению, не могу показать красивые заставки с видеокартами, но чтобы вы имели визуальное представление, то первая карта у нас Sapphire Nitro Plus RX 5700 XT, вторая Sapphire Nitro Plus RX 580 Special Edition. Тестирование проведем в играх и буквально немного синтетики. Настройки практически везде будут максимальные, без FSR, не превышающие 8 гигабайт видеопамяти, разрешение 1080. Сегодня отталкиваемся от карточки 5700 XT, что при этом будет с RX 580, отведем уже на второй план. Захватом видео занимается отдельный компьютер с помощью платы захвата, так что погрешность сводим к минимуму. На диаграммах будет чистый прогон бенчмарка FPS без оверлея. Первый проект у нас по старинке это Lara, настройки ультра, средняя частота кадров по всему бенчмарку 119 на 65. Как можно видеть, система на базе процессора Ryzen 7 2700. И хочу сказать, что это прям минимум под карту RX 5700 XT с разрешением Full HD. Версия PCI Express 3.0, но 5000 серия видеокарт поддерживает уже 4.0 версию. Карты под андервольтингом 5700 XT минус 175 мВ, RX 580 на скромные минус 30 мВ. Напомню, максимальная мощность карт 220 на 180 соответственно. В играх после андервольтинга максимальная мощность может быть в районе от 180 до 200 Вт 5700 XT и от 150 до 160 Вт RX 580. Заскакивать за эти диапазоны кратковременно имеется возможность. Можно видеть, как процессору с 5700 XT приходится хорошенько впахивать. Для полноты картины все это дело варится в корпусе, не на открытом стенде. Корпус, конечно, Full Tower, но все же. Если что, то весь стенд будет в описании под видео. Переходим к обители узла 4 Remake. Настройки максимально возможны под 8 гигабайт видеопамяти. Средняя частота кадров в представленном отрезке 108 на 51. Хочу отметить, что в данном сравнении карт бенчмарк FPS замерял количество кадров в конкретных отрезках. На протяжении всего игрового процесса понятно, что есть плюс-минус нагрузка на карту. Если у карты RX 580 частота чипа неизменная и стоит на отметке 1430 МГц, то 5700 XT забустила на 2050 МГц, что даже выше на 40 МГц заявленного максимума производителем. В Альгале у нас настройки максимум, средняя частота кадра по бенчмарку 85 на 46. Затронем температуру Hotspot на 5700 XT. Сейчас дельта в пределах 15-18 градусов от температуры чипа и не заходит за 90. При настроенной кривой оборота вертушек от 1900 до 200. При этом температура в комнате 26-28 градусов. Напомню, все в корпусе. Температура памяти при потреблении чипа около 190 Вт 78-82 градуса. А VRM карты при этом около 85 градусов. Такие температуры после обслуживания. Термопрокладки у нас качественные OEM Китай, термопаста и Mix 4 оригинал. Карта после майнинга, термопаста практически сухая была, термопрокладки под памятью сухие. Единственное, это на VRM еще были неплохие. Под прокладками никаких ни разводов, ни подтеков. Sapphire ставит по ходу сейчас хороший термоинтерфейс. Far Cry 6, настройки ультра, средняя частота кадров по бенчмарку 84 на 56. Процессор немного не дотянул под уровень RX 5700 XT в 1080. При более мощном ЦП разрыв был бы еще больше.
Покатали мы тут в основном процессор Ryzen 2700, но имеем то, что имеем. Watch Dogs Legion, настройки ультра, средняя частота кадра по бенчмарку 66/31. Хочу отдать должное видеокарте RX 580. На ультрах в таком сложном проекте показывать в среднем 30 кадров. Мое почтение. Это уникальная карта с соотношением цена-производительность. Borderlands 3, настройки ультра, и это не максимум. Далее есть пресет безбашенные, но они уже заходят за 8 гигабайт видеопамяти. Средняя частота кадров по бенчмарку 93/43. God of War, настройки максимум, средняя частота на данном отрезке 78/37. В конце при спуске к реке RX 580 ловит серьезные статоры. В моем случае не помогает ни повторный прогон, ни перезапуск системы или игры. Как-то так. Dead Island 2, настройки максимальные, средняя частота кадров по отрезку 96/49. Процессор с RX 5700 XT в коротких эпизодах немного не поспевал за картой. The Last of Us, настройки высокие, это как раз потолок под 8 гигабайт видеопамяти. В среднем по представленному отрезку частота кадров 66/34. Эта игра пожиратель ресурсов и, наверное, единственная, которая вылетает или зависает при условии малого объема файла подкачки или видеопамяти. Первый раз проходил ее на базе Xeon E5-2660V3 и карты RX 570 на 4 гигабайта. При файле подкачки 30 гигабайт на минимальных настройках с FSR баланс. Кадры прыгали в некоторых моментах от поворота камеры от 25 до 50. Помню, самый сложный момент для такой системы был с библиотекой или книжным магазином, где нужно было выбить банду охотников. Второй раз проходил на данной RX 580, 8 гигабайт, на высоких с FSR качества. Стабильная частота кадра около 40, в общем совсем другое дело было. Horizon, настройки ультра, средняя частота по бенчмарку 96/50. A Plague Tale Requiem, настройки ультра, средняя частота кадров 71/35.
Baldur's Gate 3. Настройки максимум, средняя частота кадров по отрезку 86/45. К сожалению, совсем точно повторить сцены не особо получилось. На RX 580 видно очень некомфортное время кадров. На 5700 XT по какой-то причине разрешение показывает 1061, хотя все проверено, экран полноэкранный. В окне обычно лимит кадров подбивается на максимальную частоту монитора, в моем случае это 60. Uncharted 4. Настройки максимум, средняя частота по отрезку 107/50. Remnant 2. Настройки высокие, и вот тут FSR пришлось включить на баланс. В общем, не смог смотреть, как RX 580 мучается, пришлось включить. Средняя частота кадра 86/41. RDR 2. Настройки. Первая позиция в предустановках качества. Средняя частота в отрезке бенчмарка с ограблением 81/44. Война миров Z, настройки ультра, средняя частота по бенчмарку 153/101. К сожалению, в случае с RX 5700 XT мы упираемся в производительность процессора, но все равно разрыв приличный с RX 580. Dota 2, настройки ультра, средняя частота 164/162. Также процессор на Full HD разрешении лимитирует карту. Результат в любом случае приличный. И последний на сегодня проект — это CSGO, настройки ультра, сглаживание MSI и двухкратное, средняя частота кадров 313/283. Несмотря на упор в процессор, RX 5700 XT показывает немного выше результат. В последних трех проектах с данным конфигом можно экспериментировать уже в 2К 4К разрешении. Вот такие получились результаты. Хочу отметить, что это результаты в моем варианте системы и моей интерпретации. Сборки у всех разные, и результаты могут варьироваться. Но в целом
по картам ориентир получен. Если не брать в расчет экспериментальную архитектуру Vega, то от притопа Polaris флагман Navi прибавил конкретно, но не думаю, что флагман Polaris RX 590 кардинально бы повлиял на результат. Теперь, как обещал, вначале затронем особенности перехода с RX 580 на RX 5700 XT. Первое – это именитый блок питания минимум на 650 Вт. Корпус должен продуваться от и до. Ну и процессор вы сами видели, не ниже уровня Ryzen 7 2700. Или аналог из LGA 2011.3 это где-то 2667, 2690, 2666. Теперь по рекомендациям конкретных моделей 5700 XT. Карта горячая и нужно при покупке свести к нулю проблемы с охлаждением. Я для себя выделил 3 модели, которые бы рассматривал к покупке. Это MSI Gaming X, Sapphire Nitro Plus, можно и Special Edition, но только не Black Edition, и Power Color Red Devil. Asus и Aorus в своих топовых исполнениях стоят примерно так же, но не дотягивают до этой тройки. Вот и в целом от меня основной ориентир по картам. Ну а какую версию покупать 5700 XT, это уже решает каждый самостоятельно. Если есть вопросы по данным картам, жду в комментариях или на форуме ресурса artembrowser.com. Есть биосы, редакторы биосов, утилиты для прошивки и так далее. Кстати, данная карта RX 5700 XT пришла с биосом под майнинг. И, как правило, держатель фирмы дупля не отбивает, какой биос на его картах стоит, и оригинала, конечно же, нет в наличии. Так что редактор даст понять, что по карте питания, оборотам системы охлаждения и с таймингами памяти творится. Надеюсь, информация для вас была полезной. Так как канал немного забуксовал, поддержка лайком и комментарием будет очень кстати. На этом у меня все. С вами был Артем. Всем мира и добра.